Я признаю только один десерт. Гематоген. Пока на данном канале выходят интересные выпуски как по местной истории, так и по теме нежити, затронем в этом ролике описание карты и локации мира Долины Нежити. Осветим, как именно начинается путь блуждающих путников и где эта самая нежить блуждает по руинам и пустошам. Темного времени суток. Вы попали в Долину Нежити. Проект потихоньку растет, и все больше любителей местной темы посещают наше заведение. Подпишитесь на канал, и при достижении 5000 подписчиков выпустим крупный ролик по всем типам нежити. Междумирье представляет собой уникальное место, в котором попавшее существо может быть подвержено различным эффектам и ощущениям, вызванным особым условием данной территории. Междумирье – космическая грань, размывающая ощущение состояний между жизнью и смертью. Попадая сюда, существо теряет ощущение реальности, словно погружаясь в мир грез и иллюзий. Представ перед иллюзиями, возможно увидеться с создателем Долины Нежити лишь на мгновение. В этом месте невозможно различить цвета, но ощущение их наличия как будто присутствует. Также окружающие звуки изменяют свою форму и словно растворились в невесомой тишине. Но даже без звуков слышно, как сердце все еще бьется, теряя свой темп и импульс, как и теряется чувство к основным потребностям организма. Отсутствие четкого различия между реальностью и иллюзией может привести к сильной дезориентации в пространстве, так как к резкой потере памяти и некоторых воспоминаний. Этот вступительный этап появления в Долине Нежити необходим для перевоплощения в новом мире, чтобы начать новый путь. Этот лес можно встретить неподалеку от места, где все блуждающие путники чаще всего возникают в долине. Рядом с лесом нет ни гор, ни холмов, хотя рядом с этим лесом расположены небольшие равнины и зыбкие долины болот. Климат в данном лесе может показаться неизменчивым, однако погодные условия могут меняться в мгновение ока. Можно замерзнуть в самом суровом морозе или же получить тепловой удар под проливным кислотным дождем. Огромный, суровый и непроходимый густой лес утопает в полумраке и прохладе. Стволы деревьев разнообразны, от тонких и сухих видов до внушительных размеров, покрытые серым мхом, разнообразными грибами и вьющимися причудливыми растениями. Кривые ветви деревьев торчат в разные стороны, словно большие массивные руки тянутся ввысь, как и сами верхушки деревьев. Но деревья могут оказаться необычными. На их коре и в стволах могут прорастать разные опухоли, перерастающие как в новые ветви, так и в органы живых существ, чаще всего в органы слуха или зрения. Такие части деревьев могут содержать в себе как драгоценные камни, так и опасные болезни. Поэтому только опытный исследователь может определить, в каких деревьях содержится ценность, созревающая со временем. Но не только такие дивные предметы прорастают на аномальных деревьях. Редкие яркие плоды также могут возникнуть на ветвях дремучих растений. Земля укрыта опавшими ветвями, иглами, листьями и переплетениями корней, поэтому передвигаться иногда бывает не так-то просто. Поверхность земли также покрыта разными травами, от низких, ядовитых и дурманящих до высоких, плотных и непроходимых. Порой нужно проложить определенные усилия, чтобы пройти сквозь травянистые стены, ведь некоторые растения могут быть опасными для неопытных путников. Долина болот – это таинственное место, где окружающая природа наполнена зыбучими болотами и мерзлыми озерами. Ароматы, которые наполняют окружающие края болот, могут быть довольно неприятными, смешиваясь с запахами гнили, торфа и других элементов, наполняющие воздух после активного разложения. Мягкая и зыбкая почва в долине болот делает передвижение блуждающих путников очень трудным и опасным. Каждый шаг может оказаться ловушкой, и неосторожный путешественник может легко провалиться в болото. Все дальнейшие попытки неопытного бедолаги могут обернуться лишь неизбежным ощущением того, что тот будет лишь тонуть в густой жиже. В долине болот ходит много легенд и рассказов о местных монстрах и духах, которые охотятся на неосторожных путников. Местные жители верят, что духи болот являются причиной исчезновения многих жертв.
которые заблудились в этой зыбкой и непредсказуемой местности. Сухие, редкие и причудливые деревья, такие как ивы и кипарисы, могут встречаться в долине болот. Эти деревья выглядят зловеще и неприятно, и их ветви могут быть обвиты как ядовитым лишайником и пушистым мхом, так и редкими растениями, полезные для медицины. Одна из самых опасных частей долины болот – это местность под названием Гиблая топь. Эта часть болота может так называться из-за ее опасности и того, что малейшая ошибка может привести к неминуемой гибели. В гиблой топи могут произрастать смертоносные растения, такие как болотный шлемник и древесный змееголовник, которые могут быстро убить существо из-за особенностей своего мгновенного прорастания на коже жертвы. Вода в гиблой топи может также быть ядовитой, и неопытные искатели водяного источника могут не знать, как избежать опасности. Путешественникам следует быть предельно осторожными, особенно если те не знакомы с местными условиями. Для безопасности в долине болот рекомендуется иметь опытного проводника, который не понаслышке знает местность и может помочь избежать опасной особенности болотистых земель. В пустошах и лесных чащах можно встретить не только нежить разных типов, но и поселения блуждающих путников. Попаданцам в долине очень трудно существовать поодиночке, отбиваясь от легионов мертвых тварей. Так были образованы ветхие поселения, торговые города и оборонительные пункты проживания. Среди них самым неприступным и защищенным местом является поселение под названием Обитель, главное пристанище, в котором существует конгломерат блуждающих путников. Некоторые поселения, в том числе и Обитель, постоянно защищаются от налетчиков крысиного короля, боевых крысозверей, разносящих хворь и болезни, с целью уничтожить всех живых в ближайших просторах, проживающие в одиноких руинах, именующие как заросшее поместье. При появлении поместья в долине, неподалеку от заброшенного рудника этого места, начало прорастать ветвистое древо желчи, а затем появились первые крысиные переростки. Корни древа раскинулись широко, распространяя почвенную гниль и производя терраформацию местности для будущих опасных существ. Территория продолжает расширяться, позволяя гигантским агрессивным грызунам покорять новые земли, но проживающие неподалеку жители ветхих поселений дают отпор этому явлению. Кладбище некромехов – это гигантская производственная территория, где происходит воплощение и оживление мертвых существ при помощи переплетения науки с мистическими силами, преображая трупы и мертвых существ. Здесь царит шум и безумие, неописуемые для простых блуждающих путников. Кладбище некромехов – это место, где воздух пропитан запахом горящего масла, мяса и металла, навевающее ощущение слияния техники с мертвой плотью. Здесь повсюду видны краны, конвейеры и другие механизмы, работающие без остановки, порождая все новые виды некромехов. Запах гниющей горящей плоти создает ощущение печального уныния, затягивающее в свои объятия. Некромехи, которые производятся на этом месте, выглядят безобразно и устрашающе, словно они вырвались из самых темных кошмаров. Их металлические тела, бесформенные конечности, натянутая гнилая и живая плоть поверх каркаса – все эти элементы отражают ощущение муки, создающее впечатление жестоких существ, лишенные каких-либо эмоций. Кладбище некромехов с его извечным производством может изначально влиять на окружающую среду и природу. Выпускаемый дым и копоть, содержащие различные вредные вещества, могут вызывать различные заболевания у живых существ и портить качество воздуха в окрестностях кладбища. Активная добыча руды под землей на кладбище некромехов может иметь серьезные последствия для окружающего ландшафта. Добыча крупных пород приводит к периодическому обвалу местности, что наносит ущерб как самому производству, так и окружающей среде. Однако, открытые обвалившиеся зоны закрывают металлическими поверхностями, избавляясь от хрупких и безжизненных клочков земли. При просмотре этого выпуска зрители могли заметить общие признаки таких территорий, так как эти параметры задают общий тон и атмосферу окружения. Долина Нежити в целом представляет из себя не жизнерадостное место, но даже в местной глуши можно отыскать что-то интересное, если, конечно, это не будет внезапным концом вашего пути.